Всем привет, ребята! Рад снова вас видеть на своем канале. Сегодня хочу обсудить тему, о которой мы уже говорили ранее, а именно фермерские аккаунты и их необходимость в игре. Я уже снимал видео на эту тему, но за год многое изменилось, поэтому решил обновить информацию для вас. И сразу у меня к вам небольшая просьба. Напишите в комментариях, какие аспекты игры вы хотите, чтобы я обновил в будущих роликах. Есть довольно старые видео, которые, возможно, уже потеряли актуальность. Именно ваши комментарии помогут мне понять, что вам интересно увидеть в обновленном формате. Так что устраивайтесь поудобнее, попрошу вас поставить лайк этому видео. Давайте наберем 125 лайков, и я порадую вас с новой темой для обсуждения, которую выберу из комментариев. А теперь без лишних слов, давайте начинать. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что такое фермерский аккаунт. Это аккаунт, который помогает вам в развитии. Сегодня я постараюсь вам объяснить, какие изменения за год я заметил с использованием своих ферм. На сегодняшний день у меня два фермерских аккаунта. И третью ферму я переведу уже в следующем трансфере. Буду заниматься ей, чтобы она тоже помогала в развитии моего основного аккаунта. Если вы думаете, что заводить ферму уже поздно, то могу вам с уверенностью сказать: нет, фермы нужны игрокам всегда. И сегодня я постараюсь объяснить почему. Первый функционал фермы – это, конечно же, дополнительные ресурсы, которые вы можете с нее получать. Если вы думаете, что несколько миллиардов дерева или мяса – это много, и вам этого будет достаточно, то хочу вас расстроить. Это не так. Давайте вам приведу пример. Перед стартом последнего СВС у меня было порядка 6 миллиардов дерева и мяса. А сейчас, как вы видите на экране, ситуация довольно-таки плачевная. На это влияет несколько факторов. И первый из них – это появление у меня войск 12 уровня. Они потребляют огромное количество ресурсов, особенно на лечение. Войска 11 уровня тоже требуют много ресурсов, но 12 уровень увеличивает расход примерно в 3 раза. Переобучение войск с 11 на 12 уровень требует не только большого количества ускорений, но и огромного количества ресурсов. Чему я вам это говорю? Первая нехватка ресурсов у игроков появляется на старте игры, когда не хватает ресурсов для нового уровня топки. Затем серьезный дефицит начинается с появлением войск 11 уровня, ну и максимальная нехватка приходит вместе с войсками 12 уровня. Поэтому фермой никогда не поздно заниматься. Рано или поздно вы поймете, что без нее вам будет тяжело, особенно если вы активно играете замок или условного драконьего тирана. Итак, давайте подытожим. Первый фактор необходимости фермы – это пополнение дефицита ресурсов. Второй фактор – это участие в мероприятии «Безумный Джо». Лично я играю Джо своими фермами в фермерском альянсе. Запускаю 25 уровень Джо, и этого вполне хватает, чтобы мои войска в гарнизоне фермы выдержали все 19 волн. Благодаря двум фермерским аккаунтам я набираю порядка 5 миллионов очков, что позволяет мне заходить в топ. Третий фактор – это участие ферм и основного аккаунта в мероприятии сражения альянсов. Вы все помните мой лайфхак по этому ивенту в фермерском альянсе. Кто еще не видел, то ссылка у вас сейчас появилась в правом верхнем углу экрана. Мы заходим с ребятами с фермами, они помогают нам набрать 20 миллионов очков. При расчете рейтинга фермы выходят, если стоят на первых местах, чтобы не забирать топовые награды. Так что здесь фермы снова являются помощниками. Четвертый фактор – это помощь ферм в различных мероприятиях от администрации. Например, если проходят события с готовкой блюд, ферма позволяет мне пополнить запасы. Вы можете забрать с нее недостающий ингредиент, что тоже очень удобно. Пятый фактор, который я начал активно использовать примерно год назад, это разведка в период битвы СВС. Вы прекрасно понимаете, что телепорты у нас не бесконечные, и хочется их расходовать максимально эффективно. И тут нам на помощь приходит ферма. Допустим, у нас есть вражеская ловушка Альянса с небольшим онлайном. Давайте возьмем на примере последнего СВС. Очки мне на данной локации могут принести буквально 3 топки. И то, скорее всего, они будут в щите. Но вот игроки без щита могут стать приятным бонусом. Я не люблю атаковать игроков в период СВС, если они не приносят мне очки. Единственное исключение – это наличие у них ресурсов. В такие моменты я запускаю ферму, делаю разведку, проверяю наличие ресурсов и уже на основе этого понимаю, стоит ли тратить телепорт на эту ловушку. По такому же принципу я заранее нахожу одиночные цели во время битвы СВС. Ферма делает разведку, а я уже принимаю решение, атаковать или нет. Это все касается именно стадии битвы. Не самого замка, а именно сжигания городов. Того, что мне особенно нравится в игре. Если вы хотите услышать мою тактику на стадии битвы СВС, что я делаю до замка и после него, обязательно пишите в комментариях. Я подготовлю для вас отдельный ролик к следующей стадии подготовки СВС. Так вы сможете понять, как я готовлюсь к оппоненту, ведь именно до и после замка можно набрать огромное количество очков и занять хорошие места в рейтинге. В целом, можно обсудить и другие более мелкие функции фермы, например, регистрацию на Литейной или Каньоне. Но я постарался вспомнить основные моменты. Теперь давайте поговорим с вами о прокачке фермы. Первое, что вы должны понимать, не прокачивайте склад. Если нажать на это здание,
то вы увидите, что основной функционал – это безопасное хранение ресурсов на базе. Чем выше уровень склада, тем больше ресурсов защищенных у вас будет. Если кто не понял, давайте объясню. Сейчас видите на экране, что у меня 1,3 миллиарда мяса. Из них 765 миллионов находится под защитой. Количество защищенных ресурсов зависит в том числе и от уровня склада. Поэтому не прокачивайте его. Защищенные ресурсы вы не сможете забрать с фермы. Следующий совет – это улучшить ферму до 30 уровня. Никто не говорит это вам делать быстро. Можете улучшать ее постепенно. Почему именно 30 уровень? Все просто. Начиная с 30 уровня топки, у вас есть возможность забрать свою ферму с собой в другой штат при трансфере основного аккаунта. Как перенос действует только с 30 уровня топки. Допустим, если у меня появляется желание уйти со своего штата, я смогу взять с собой и свои фермы. Если вы думаете, что я уделяю фермам очень много времени, то это не так. После того, как я прокачал их до 30 уровня, я захожу на них буквально 2 раза в день на пару минут. Чисто поставить на сбор ресурсов, и на этом мой функционал фермы заканчивается. Ежедневки я там практически не делаю. Основная задача ферм для меня – это именно сбор ресурсов. Если есть возможность, иногда еще захожу на медведя, чтобы сделать хотя бы один удар в сильном ралли, просто вступив в него. Но про весь основной функционал ферм я постарался подробно рассказать вам сегодня в этом ролике. Вот в целом все, что я хотел вам рассказать сегодня, ребята. Да, большинству из вас данный функционал уже хорошо знаком, особенно тем, кто находится в чате моего телеграм-канала. Кстати, если вы еще не подписаны, самое время это сделать, потому что новости там выходят гораздо чаще, чем здесь. Но я заметил, что в последнее время люди снова начали задавать вопросы по фермам, и в комментариях этот вопрос тоже поднимался. Именно поэтому я решил обновить для вас информацию по этому аспекту игры. Если ролик был для вас полезным, обязательно поставьте лайк. И я напоминаю, в комментариях жду от вас темы для следующих роликов. Пишите, что вам интересно, какие аспекты игры вы хотели бы разобрать подробнее или увидеть в обновленном формате. Давайте оперативно наберем 125 лайков. Это ведь не так сложно, даже для такой, казалось бы, не самой популярной темы. Как только мы набираем, снимаю для вас новый полезный ролик с обновленной информацией по другой теме. Ну а на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.